После Второй мировой войны завод Франтишека Янчика принял решение выпускать более простые и дешевые двухтактные мотоциклы Ява 100 Радот и созданную во время войны модель Ява Пирак. Однако через несколько лет реабилитировавшиеся после разрушительной войны покупатели потребовали более мощный мотоцикл. И уже в 50-м году на заводе Ява подготовили 500-кубовый двигатель, который, начиная с 1952 года, начал устанавливаться на новый серийный мотоцикл Ява 500 OHC. Аббревиатура OHC расшифровывалась как Overhead Camshaft и означала, что новый четырехтактный двигатель имел один распределительный вал, который располагался не в блоке цилиндров, как в модели 29 года, а в головке цилиндров вместе с клапанами. Два цилиндра, охлаждаемые встречным воздушным потоком, имели суммарный объем 488 кубических сантиметров и выдавали максимальную мощность в 26 лошадиных сил при 5000 оборотов в минуту. Коробка передач была четырехступенчатая с ножным переключением. Магнитное динамо Lucas, изначально установленное на данный мотоцикл, вскоре было заменено динамо-батарейным зажиганием PEL мощностью 60 Вт. Смазку полулитрового агрегата обеспечил масляный насос. Для масла был отведен отдельный бак объемом 4,5 литра. Объем же бензобака составлял 16 литров. Кстати, к нему крепилось единственное сиденье мотоцикла, так что о поездке вдвоем с девушкой владельцы этой модели могли и не мечтать. Что касается рамы, то она была практически аналогична предыдущей модели Пирак с несколькими усилительными распорками. Кстати, для данной модели предусматривалась и коляска. Подвеска Ява 500 OHC представляла собой гидравлическую телескопическую вилку спереди и два амортизатора сзади, которые имели довольно интересное крепление аж в 3 точках. Весил мотоцикл 156 кг и достигал максимальной скорости в 135 км в час. Средний расход топлива, учитывая объем двигателя, был достаточно неплохим – 4 литра на 100 км пути. В 1953 году начался выпуск модернизированной Ява 500 OHC с усовершенствованным двигателем. Мощность увеличилась до 28 лошадиных сил. При этом увеличился и вес мотоцикла до 174 кг, что однако не повлияло на максимальную скорость,
которая уже составляла без малого почти 150 км в час. С 1956 года 500-кубовая модель чехословацкого мотоцикла получила более удобное сдвоенное сиденье. Последняя же Ява 500 OHC покинула конвейер в 1958 году. Так закончилась история 500-кубовых серийных мотоциклов производства Ява. Далее мотоциклы с подобным двигателем разрабатывались только как единичные экземпляры.